В этом выпуске Тутберидзе подготовила для Трусовой новый индивидуальный план. Итальянцы не хотят видеть российскую фигуристку в цветах своей сборной. А теперь обо всем по порядку. Путь Трусовой на Олимпиаду начнется в США. Тутберидзе придумала для Саши особый план. Русской ракете предстоит провести 4 проката за неделю. Похоже, тренер сознательно дает ей такую нагрузку. Этери Тутберидзе не раз говорила, что в ее группе все равны. Но болельщики продолжают гадать, на кого из 6 великолепных фигуристок лучший тренер мира будет делать ставку в олимпийском сезоне. И все чаще в этом контексте звучит имя Александры Трусовой. Саша, первая из фигуристок «Хрустального», начнет сезон, причем сделает это в США. Однако далеко не факт, что такое особое положение поможет ей добиться успеха на длинной дистанции, ведь за пару дней до перелета за океан русскую ракету ждут контрольные прокаты в Челябинске. Похоже, у Тутберидзе созрел план подготовки Трусовой. Лишь бы столь интенсивный старт сезона не аукнулся на главных турнирах. Насыщенный сентябрь русской ракеты. Подопечные Этери Тутберидзе открыли сезон еще в середине августа, когда Евгения Тарасова и Владимир Морозов уверенно победили на предсезонном турнире Cranberry Cup в Бостоне. А на соревнованиях USA International Classic, которые пройдут в Норвуде с 15 по 18 сентября, выступят сразу несколько воспитанников «Хрустального». Среди фигуристок за победу будет биться Александра Трусова, для которой в США начнется путь на Олимпиаду. В танцах на льду среди взрослых дебютируют Диана Дэвис и Глеб Смолкин, а у мужчин заявлен представитель Грузии Морис Крителашвили. Основной соперницей Саши будет американка Брэди Теннил, которой Трусова пока ни разу не проигрывала. Это значит, что у нее есть отличные шансы заработать дополнительные баллы в личный рейтинг ИСУ, поскольку турнир входит в серию «Челленджер». Кроме того, чистый и качественный прокат с четверными в середине сентября способен зарядить спортсменку уверенностью и прокачать стабильность. Главная же проблема заключается в плотном расписании фигуристки. 11 и 12 сентября Саше на правах члена сборной России предстоит участие в контрольных прокатах в Челябинске, и пока о ее возможном отказе от планового мероприятия ничего не известно. Получается, у нее будет всего пара дней на то, чтобы с Южного Урала добраться до штата Массачусетс. И в таком случае надеяться на оптимальные кондиции тяжело. За 8 дней Саша исполнит 4 полноценных проката. Почему именно Трусова стартует первой из учениц Тутберидзе? В самой заявке Трусовой на турнир в США можно разглядеть намек на то, что в данный момент она готова лучше остальных учениц Тутберидзе. У нее не было травмы, как у Щербаковой, не должно быть и значительных последствий переходного возраста. А прекрасные физические данные являются залогом хорошей формы уже на старте сезона. Да и само решение Тутберидзе отправить именно Трусову в США является знаком того, что тренер уверена в своей ученице. При наличии виз Этери Георгиевна могла заявить на турнир в Норвуде 2 или больше учениц, но этого не сделала. Возможно, опытная наставница не хочет, чтобы кто-то из ее подопечных уже на старте сезона сталкивался с ролью проигравшего. Конечно, рассуждение о том, что Тутберидзе делает ставку именно на Трусову, пока кажется преувеличением, но игнорировать выбор тренера не стоит. Особенно если Этери Георгиевна будет сопровождать Сашу в Америке и лично выводить ее на прокаты. Шансы на это велики, ведь Тутберидзе вряд ли пропустит дебют своей дочери Дианы Дэвис на взрослых соревнованиях. Трусовой полезно начать сезон как можно раньше. Поездка в Америку для Трусовой имеет сразу несколько важных целей. В первую очередь Саша опробует в соревновательном формате свои новые программы. После прокатов можно будет сделать корректировки в хореографии, а также в техническом контенте. Подбор оптимального набора элементов – основная задача тренерского штаба на данный момент. И это касается не только количества ультра-си, но и грамотного технического рисунка программ. В прошлом сезоне Саша постоянно меняла расположение элементов в произвольной программе, пытаясь определиться с наиболее удачным сочетанием. Из-за обилия сложнейших прыжков в арсенале фигуристки она так и не смогла найти оптимальный вариант.
Не помог ей тренер Евгений Плющенко, корректировавший план в зависимости от важности турнира и состояния спортсменки. Такие метания в итоге привели к тому, что на главных стартах Трусова не справилась с контентом. В олимпийском сезоне подобного быть не должно. Фигуристке необходимо заранее выбрать одну линию поведения и придерживаться ее весь год вплоть до игр. Довести до автоматизма исполнения короткой и произвольной программ, чтобы уж точно не дрогнуть в Пекине. Как раз для этого и нужно выступление в США уже в середине сентября, и в целом такая серьезная нагрузка на старте сезона. Тутберидзе подготовила для Трусовой новый индивидуальный план. Еще одним плюсом участия Трусовой в турнире станет возможность улучшить свою психологическую устойчивость. Этот год обещает быть непростым, а нервы пока главный враг Саши. В прошлый раз Этери Георгиевне так и не удалось помочь ей справиться с напряжением, но сейчас, кажется, у нее есть четкий и эффективный план. Конечно, есть риск, что из-за многочисленных стартов фигуристка выдохнется и к отбору на Олимпиаду подойдет не в оптимальной форме. Но, во-первых, Этери Георгиевна этого не допустит и найдет баланс между отдыхом и работой, а во-вторых, для того, чтобы этого не произошло, и создаются программы с техническим рисунком, учитывающим сильные и слабые стороны спортсмена, включая его природную выносливость. А Тутберидзе владеет этим искусством в совершенстве. Итальянцы не хотят видеть российскую фигуристку Талалайкину в цветах своей сборной. Итальянский спортивный журналист Массимилиано Амбиси подтвердил слух о том, что российская фигуристка Мария Талалайкина, начиная с этого сезона, может выступать за Италию. Это шанс для уроженки Челябинска попасть на турниры, которые в России она могла бы увидеть только с трибуны или по телевизору. Однако самое грустное, что в Италии 19-летнюю спортсменку не сильно ждут. Дело в том, что на сегодняшний день Мария за всю карьеру участвовала только в одном международном старте – Coupe de Nice 2017. Фигуристка с таким бэкграундом вряд ли станет путеводной звездой для начинающих итальянских девчонок. Также фанаты переживают, что Талалайкина будет числиться итальянкой лишь номинально. Она останется тренироваться в России у российских тренеров. Интересно, что согласно действующему итальянскому законодательству, гражданство в силу ограниченного времени можно получить только в том случае, если один из родителей является гражданином Италии, либо по личному распоряжению президента. В комментариях в группах Facebook фанаты делились опасениями насчет российской фигуристки. В чем смысл? Хорошо, если это все делается ради привлечения ориентира для воспитания итальянских девушек, или есть какая-то особая причина ее связи с Италией, а иначе какой смысл? Больше очков в командном турнире на Олимпиаде. Бу! Мне кажется, что это немного натянуто. Но зачем? У нас сейчас есть несколько молодых, хороших и прогрессирующих спортсменок, которые многим пожертвовали, чтобы дойти до такого уровня. Зачем нам россиянка? Мягко говоря, я в шоке. Я пытаюсь понять смысл нам иметь спортсмена, который не имеет никакого отношения к Италии. Это касается любого вида спорта. Ладно, если бы она приехала сюда тренироваться, с нашими тренерами и нашими фигуристками, но русская девушка, живущая и тренирующаяся в России, в чем смысл? Это никак не поможет нашей молодежи развиваться. У нас уже был Иван Реджини, у которого из итальянского была только фамилия. Это лично мое мнение. Это, конечно, не Косторная.